Как начать новую жизнь? Главная идея, она состоит в том, что для того, чтобы начать новую жизнь, вам необходимо стать новой. То есть вы старая или вы старый не можете начать новую жизнь. Ну, это вроде как понятно, но тем не менее очень часто мы думаем так: вот будет у меня, не знаю, там много денег, вот я тогда буду жить и общаться вот так, как хочу. Да? То есть все равно мы говорим, вот сначала должна поменяться моя жизнь, а потом поменяюсь я. И я буду чувствовать себя вот таким образом, буду чувствовать себя достойной, буду чувствовать себя вправе там делать, что хочу и так далее. То есть у меня поменяется состояние. Или вот выйду замуж и буду чувствовать себя полноценной женщиной. Да? Вот опять же, сначала внешние изменения, то есть новая жизнь, а потом новое я, то есть новое мое состояние. И мы все уже знаем, что так не работает, работает ровно наоборот, но тем не менее в тех зонах, где есть какая-то эмоциональная сложность, мы скатываемся к этому мышлению. И очень важно, да, себя ну, в этом месте осознавать и возвращаться, да, в то, что все же для того, чтобы создать новую жизнь, необходимо создать новую себя, необходимо создать новый образ себя, или другими словами, то состояние, да, которое вы хотите прожить в этой новой жизни. Его необходимо внутри себя активировать. При этом очень важно не отрицать реальность. На одной из конференций я выступала спикером и рассказывала про психологию управления, в частности про управление через состояние. И меня спросили про то, что, ну, это как? Это типа я еду в автобусе, а себе представляю, что я еду в Бентли. На что я ответила, и сейчас отвечаю, нет. Если вы едете в автобусе и представляете, что вы едете в Бентли, это называется шизофрения, это называется раздвоение реальности. И ни к чему хорошему это не приводит. Когда вы едете в автобусе, но вы хотите через какое-то время ездить в Бентли, вы делаете следующим образом. Вы думаете внутри, то есть вы осознаете, что вы в автобусе, и при этом вы внутри делаете следующую такую манипуляцию. Вы говорите себе, а как это быть в Бентли, как это ехать в Бентли? Да? Вот какое это состояние, вот как если бы я сейчас ехала в Бентли или ехал, это как бы я себя там внутри чувствовал. Понимаете? То есть ваша задача поймать это состояние и какое-то время в нем побыть, при этом понимая, что вы в автобусе. Да, вот это очень-очень важно, потому что, ну, иначе это такое, ну, уход в мир фантазий, который никому еще в жизни не помог особо. И в этом состоянии, да, какое-то время находиться и в него возвращаться. Ваше состояние влияет на ваше тело и влияет на ту часть реальности, которую вы видите. Да. В момент времени мы осознаем определенный процент реальности. Кто-то там говорит 3-4, кто-то 10, неважно, но это ограниченное количество информации. И какую именно часть реальности мы видим, зависит от вашего состояния. Меняется состояние, вы начинаете видеть другие сектора реальности, а значит другие возможности, значит другие действия и другие результаты. На самом деле в бессознательном нет, ну понятно, пространства времени нет и нет одного развития событий. В нашем бессознательном существуют все возможные варианты развития событий. Это хорошо показано в фильме «Интерстеллар», да, где вот в пятое измерение герой попадает, и там множество вот комнат, где находится его дочка, и этих комнат очень-очень-очень много. Да? Это тоже, когда вы попадаете вот в пространство, где везде зеркала, вот 4 стены, и все в зеркалах. И тогда создается иллюзия бесконечности этой комнаты. Да? Их много-много-много-много. И вот примерно таким же образом да, внутри нашего бессознательного существует бесконечное количество вариантов развития одной и той же ситуации. Вот прямо сейчас вы находитесь в своем кабинете или в своей комнате, где-то в своем автомобиле. Да? И вот представьте, что в бессознательном
вот эта точка, из нее выходит миллионы разных вариантов того, что произойдет дальше, миллионы вариантов развития событий. И в какой из них вы попадете, зависит от вашего состояния. Я расскажу вот свою историю, когда началась война, и вот первые дни там, уезжали. И у меня была такая стойкая фантазия в голове про то, что это я попала в какой-то такой вариант развития событий, что где-то в каких-то вариантах все осталось как есть, да, войны нет, есть там, ну, все, жизнь продолжается, а вот для меня это, ну, я, да, как будто бы ехала по ровной дороге, а потом раз и куда-то свернула на обочину, да, и вот я попала в такой вариант развития событий. Потом, да, я когда это анализировала, я думала про то, что, ну, так работают психические защиты, да, в моей психике как-то надо было с этим справиться, вот возникла такая фантазия. Но потом я подумала о следующем, что, ну, это и защита, то есть смотря с какой точки зрения, да, на это смотреть, это и психическая защита, можно и так это интерпретировать, но это и психическая правда тоже, потому что в бессознательном ровно так происходит, да. То есть мы, дальше я когда начала тоже там, с другими людьми разговаривать, с нашими студентами, и я увидела, что все внутри, у всех внутри есть некий аналог вот той внешней войны, которая происходит в личной истории, да, вот те состояния, которые каждый из нас пережил в связи с войной, эти состояния внутри были знакомы, эти состояния внутри уже были. И в каком-то смысле, да, в конкретной реальности каждого из нас они создали эту войну. И опять же, да, вот если смотреть с точки зрения такого сознания и академической какой-то науки, то те процессы в моей голове, которые происходили, это были психические защиты. Но если смотреть с другой стороны, смотреть шире, смотреть с точки зрения квантовой физики, квантовой психологии, квантовой теории информации и так далее, то здесь скорее про то, что это, ну, такая квантовая реальность. И действительно все, у кого внутри был аналог этой войны, они вот пошли, ну, как бы в этот канал реальности, то есть увидели вот такой разворот событий. И возможно, опять же, если смотреть какими-то вот глазами квантовыми, да, где-то существует реальность без войны. Но поскольку у меня, у вас внутри есть этот аналог, да, синхронистично мы увидели такой разворот событий. Кто-то где-то, да, в каком-то другом измерении увидел другой разворот событий. Еще раз, это все модели, да, это мир психологический, мир внутренний, мы не можем его как-то, знаете, вот все пощупать одними руками, одними глазами и вот точную модель создать. Мы можем о нем размышлять, мы можем о нем узнавать из своих фантазий, из своих снов, из своих каких-то интуитивных прозрений внутри и строить свои модели. И тут вопрос, насколько та модель, которая есть, она помогает или не помогает вам жить счастливо, радостно, успешно и реализованно. Вот, поэтому про создание новой жизни и нового себя это также про расширение мышления, про новое восприятие себя, про новое восприятие мира и про большее доверие тем ощущениям, фантазиям, представлениям, которые приходят у вас изнутри.